Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я решила вам показать принцип замеса ржаного теста руками. У меня на канале есть уже сюжет о том, как замешивать пшеничное тесто руками. Сегодня покажу ржаное. Правда, в этом случае у меня не совсем ржаное тесто, это ржано-пшеничный хлеб свекольный, я его показывала, у меня на канале уже есть полный рецепт, если вам интересно, посмотрите. Но я покажу сам принцип замеса. И я думаю, он вам будет понятен как и для ржано-пшеничного, где у нас примерно поровну ржаной и пшеничной муки, так и для чисто ржаного. Что можно использовать? Первое, это датский венчик. Вы уже видите, я начала им замешивать. Что это такое? Это такой очень удобный инструмент. Он состоит из жесткой проволоки, то есть это не обычный венчик с мягкими вот этими прутами. Это жесткий инструмент. И он, по сути, делает то же самое, что делает лопатка тестомесильной машины. Очень удобно им замешивать. Смотрите. Он пропускает часть теста между своими прутьями и прекрасно замешивает. То есть для первичного смешивания и даже для полного окончательного замеса датский венчик замечательно подходит. Мы можем пользоваться им. Ржаное и ржано-пшеничное с преимуществом ржаной муки, вязкое тесто, глинистое, и мы его не сможем замесить ни растиранием, ни отбиванием, как мы месим пшеничное тесто. Смотрите, если вам тяжело, а мне сейчас уже тяжело месить вот этим венчиком, далее переходим на замес руками. Важная характеристика ржаного теста в том, что оно очень-очень липкое. Если вы начнете месить сухими руками, вы будете очень сильно прилипать, у вас будет прилипать все к рукам. Поэтому рядом ставим миску с водой, вода комнатной температуры. Смачиваем руки и дальше начинаем месить кулаками. Чтобы вам было проще, поставьте вашу емкость пониже. И еще важный момент. Я часто мешу тесто в мисках. Вы видели мои оранжевые миски. У миски маленькое основание и широкий верх. Если я буду пытаться вот так месить, миска у меня будет переворачиваться. Поэтому сейчас я мешу в кастрюле. Либо берете какой-то таз, либо кастрюлю с большим широким основанием, чтобы у вас ничего не кувыркалось. Как только чуть-чуть промесили, переворачиваем тесто, находим участки сухой муки и поднимаем их наверх. Не забываем смачивать руки. Можно отмыть полностью руки, тогда тесто будет прилипать меньше. Смачиваем руки и продолжаем работать кулаками. И вот так периодически смачивая руки, мы проходим и проминаем все тесто кулаками. Поставьте на табуретку, на стул, на любое более низкое основание, потому что на рабочем столе, рабочей зоны кухни очень высоко и неудобно. Таким образом мы месим тесто порядка 15 минут. Этого будет достаточно. Можно помесить подольше. Тогда текстура будет более нежной, более воздушная. И так продолжаем примерно 15-20 минут. Я замешивала тесто в течение 15 минут. Решила, что мне этого будет достаточно. Повторюсь, если вы хотите более нежную кремовую текстуру теста получить, промесите его примерно 30, может быть 40 минут. Все, после этого тесто выбраживаем как обычно. Формуем, выпекаем и получаем великолепный ржаной либо ржано-пшеничный хлеб.